блестят, надо больше блеска. Ух ты. Shine bright like a diamond. На видео вообще не видно. Окей. Всех приветствую на своем YouTube-канале. Меня зовут Анна Колес, и я начинающий видеоблогер. Это мое первое видео и своего рода визитка, поэтому хотелось бы в 2 словах рассказать немножечко о себе и о чем планирую снимать видео на этом канале. К своим 30 с небольшим хвостиком годам я побывала ни много ни мало, но в 42 странах. Помимо этого, я живу уже чуть больше 10 лет в Европе, а непосредственно сейчас на 2 страны – Болгария и Черногория. Поэтому тема travel, путешествия, жизни за границей, как устроен мир для иммигранта, welcome. Об этом буду снимать, показывать, рассказывать. Если интересны какие-то особые темы, пишите. Так я буду понимать, в каком направлении двигаться. Также у меня есть домик в горах, и я занимаюсь его обустройством. Без помощи дизайнеров. Пришла идея, в магазин купили, привезли, еще и привезли это самостоятельно, и обустраиваем домик. Кого интересует и эта тема, не переключаемся. Помимо своих женских будней, хотела бы затронуть тему косметологии. Ну, не просто поверхностной какой-то, когда уходовой процедуры или чистка лица, а в моем случае это непосредственно лазерная шлифовка шрама. У меня есть шрам на лице, прям на лбу. Об этом я сниму видео, как происходит процесс до и после. А также, учитывая, что я дамочка уже 30+, то, конечно, не за горами такие косметические процедуры, как ботокс. Увы и ах, да. Есть вещи, которые все-таки нужно корректировать, поправлять. Я и за естественность, и за неестественность, это все понятно. Есть еще насущная для меня тема, это зрение. Как вы уже успели увидеть, я очкарик, причем со стажем. Еще я носила линзы лет так 15. Очки очкарик, а линзы кто? Линзарик. С подросткового возраста, даже чуть раньше, тема зрения для меня актуальна, в плане, что у меня никогда не было 100% зрения, которое не нужно как-либо корректировать. Мне все время нужно то ли линзы носить, то ли очки. 4 года назад, да, 4 или 5 лет назад я делала себе операцию, думала, что все, за один раз я все себе уберу, сниму. Нет, так не получилось, не бывает чудес, и мне еще предстоит делать 2 операции. Буду показывать и рассказывать. В моменте операции нет, не будет, но я хочу делиться своими впечатлениями, как это все происходит, когда у вас не самый обычный случай, а когда есть более какие-то серьезные сложности и нюансы в этом ключе. Конечно, стоило заводить канал, когда еще это не было мейнстримом, когда я только переехала за границу, тех же 10 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда. Я сама смотрю видео подобного плана, когда люди делятся своим опытом, как они проживают жизнь, какие-то ситуации, что-то черпают для себя. А поскольку у меня будни не совсем однообразные, и опыта уже достаточно, есть чем поделиться, есть что рассказать и показать. Поэтому пишите, не стесняйтесь, какие темы вам бы хотелось, чтобы больше осветило. Так я буду понимать, в каком направлении мне двигаться. Решила включиться к вам, рассказать дела, касающиеся обустройства домика. Мы сейчас в Болгарии находимся, в Софии. Едем за печкой. Приехала наконец-то. Ждали доставку около недели, и это причем по Софии. Не знаю, откуда они ее как везли. В общем, едем забирать. Кстати, печка — это камин, или мастера вообще называют ее топкой. Как правильно, напишите. В чем отличие, как понять. Ребят, тем, кто любит необычные сэндвичи, фастфуд, рекомендую посетить в Софии вот это местечко. Называется Сандро. Сори, что так, потому что на улице идет дождь. Сейчас здесь оставлю, прикреплю адрес. И чуть дальше покажу, как они выглядят. Воу! Не пугайтесь картинки. Мы уже посредством автотелепорта оказались в Черногории. Пришла на стройку. Хочу показать вам домик, рассказать немного о нем. Так, стиль у нас A-frame. Собственно, это прихожая. Тут обеденная зона, кухня, релакс-зона, она же гостиная. Та самая печка, которую мы везли из Болгарии.
не упасть бы. Санузел. Изолированная спальня. Вот уже ништячки для ванны. Ниша. И сейчас покажу вторую спальню на втором этаже. Ага, рабочие запачкали ступени. Собственно, вторая спальня. С видом на горы. Так. Сейчас покажу вам деревня стиль свой. Если телефон не засветит, то сзади увидите чудесный вид на горы. Белые штанишки, куртка мужа, обувь мужа. Не знаю, видно, не видно, но там очень красивые горы. Как закончим, я покажу все во всей красе. Всем доброе утро. У нас уже новый день. И произошли приключения. Сейчас расскажу о них. Кадр с места происшествия. А я расскажу в 2 словах, что же произошло у нас. К нам вчера приехал мастер по установке печи. Поскольку последний автобус из нашего городочка уходит в 5 часов, то они договорились с мужем, что после того, как он закончит свои работы, он его отвезет до ближайшего города, откуда идет поезд. Собственно, по завершению работ печных все дружненько собрались и поехали. Но наш верный конь, вот он, отказался везти кого-либо куда-либо. Мастер никак не мог застрять в городе, так как у него свои рабочие обязанности и планы. Разумеется, обратились в такси, но они назвали неадекватные цены, плюс габаритный инструмент внес свои коррективы. И дабы не подвести человека, муж берет у приятеля вот эту машину, грузит в нее инструмент мастера и отвозит. Так что в этом плане никого не подвели, все удалось. Сейчас машину загрузим мусором, ну, муж грузит строительный из дома, и отдадим. Мы, конечно же, на ней перемещаться не будем, она не совсем комфортная для таких дел. А завтра у нас предстоит перемещение на эвакуаторе с нашим верным конем в столицу, на СТО. Пока его будут там чинить, мы возьмем рент-кар и поедем дальше по своим делам. Собственно, и потом сюда вернемся, так как в Черногории без автомобиля жить просто невозможно, а здесь на севере и подавно. Чтобы вы понимали, ближайший магазин от нас в 2 часах ходьбы. Вариант был бы на велосипедах, учитывая, что теплая зима, но наши велосипеды стоят в Болгарии, так что покажу вам дальше, как будем ехать на эвакуаторе. Ну вот так, говорила, она не сядет в техничку в грязную машину. Ну, кофеек-то и сладости захотелось. Так что пришлось. Постелила дождевик, чтобы не запачкаться. И поехали. Сейчас жду свою половинку со сладостями и кофеечком. А завтра уже тогда будет рент-кар. Ребята, красота какая. Закатное время, просто невероятные краски на небе. Обожаю. Завтра запишу видео, расскажу подробности, как дела обстоят с печью и вообще со стройкой. Но не смогла не заснять такое небо. Хотя на видео, мне кажется, не так передается. Поверьте мне, краски просто завораживают. Решила, так сказать, ворваться по горячим следам, в нашем случае по мокрым. Ой, не только же делиться приятными моментами, но и факапами. Несмотря на то, что буквально недавно рассказывала о том, как у нас сломалась машинка. Этим не обошлось в этот приезд. Собственно, мы все так же на севере Черногории, в горах. К нам приезжал мастер, устанавливал камин. Уже 2 раза приезжал. Тут настигли дожди на несколько дней. А такие дожди, которые, если идут, то все, они не остановятся. Льет как из ведра в прямом смысле этого слова. И у нас протекла печь. Собственно, не сама печь, а соединение на крыше. И где выходит труба, дымоход. Получается, там что-то где-то просочилась струйка воды, которая делала отвратительный и мерзкий кап, кап, кап
на саму печь. Ладно, это полбеды. Мастер, понятное дело, приедет, все, будет исправлять. Ждем его. Получил уже, нагоняет мужа. Даем ему последний шанс. Проблемка как бы решаемая, ну, очень неприятная. Ну, увы и ах, это жизнь. Разные случаи и моменты бывают. Надеюсь, следующий кадр я вам покажу, где горит теплый камин. Я возле него чилю, отдыхаю или йогой занимаюсь, что оказалось очень и очень супер. Когда погодка была хорошая, удалось таки запалить камин и слиться с природой. Ага, а чего ж оно так темнит? Ага, всем приветики. У нас новый день. Все в той же вонючке. Ну ладно, буду называть ее техничка. В общем, собирались сегодня ехать в столицу, отвозить нашего коня и взять там рент-кар. По итогу, сейчас пускаю картинку. Конь наш уехал, а мы нет, потому что... О-о, что такое? Надо со вспышкой, да, наверное? Вот так могу. Подвязаны мы под погоду на севере, то есть когда сухо и нет дождей, надо там быть и заканчивать работы. Когда идут дожди, влага, вот это снег, все, там работать не получается у мастеров. Собственно, мы не смогли уехать и остались. Подождали, пока приехали к нам мастера. Но так случилось, что мужу, как ни крути, вот видите, надо было ехать на побережье. И мы... Помыл муж машину немного, собрались и поехали. Сейчас приехали на побережье. Сейчас пойду вам сниму немного кадров, покажу. Я пока гуляю. Пойду сейчас, наверное, перекушу. Или дождусь, не знаю, в общем. Сейчас сниму вам красоты. Правда, закат уже вот-вот. Ну, немного морька покажу. Вот, собственно, небольшая марина. Мы сейчас в городочке Рисан. Вот так тут это все выглядит. Сейчас пойду ближе. Там остатки заката. Ну, лучше что-то, чем ничего. Вот так. Красиво. Тут и пальмы, кстати, есть, разумеется. Вот такой февраль в Черногории. Я тут все гуляю, брожу. Кстати, в Рисане есть достопримечательность римские мозаики. Еще увидела вдалеке, не знаю, сейчас, может, пойду, парк и супер огромная лавка. Всем приветики. Вышла с собачкой погулять. К нам печник приехал. В общем, я решила уйти от греха подальше. Тут злости не хватает и силы. Пошла к соседям посмотреть, что у них тут как. Как и обещала, рассказываю, как дела обстоят с камином. Вот завершенный вариант с внутренней стороны. Сейчас сниму скотч. Печь закончили только внутри, а сверху еще нужно дорастить трубу. Именно поэтому, когда ветер задувает, и необходимо было закрыть скотчем, чтобы не завонять дом. Вот. Внутри получилось все довольно-таки красиво. С внешней стороны еще не закончено. Все, от услуг горе печника муж уже отказался. Будем доделывать либо самостоятельными силами, либо другого кого-то пригласим. Так что как-то так. Аккуратненько, уютно. Дом сразу преображается, конечно, когда появляется камин. Ну что, ребят, буду заканчивать этот влог. Получился он довольно-таки насыщенный для меня. Возможно, в чем-то сумбурный. Не судите строго. Я только начинаю познавать азы видеоблогинга. Ну а мы увидимся в новых видео и в новых влогах. Всем пока-пока!